информативный метод, но он необходим для определения перистальтических шумов, шума трения брюшины, урчания в отделах кишечника, и проводится также и в тех же местах, как сравнительная перкуссия, начиная снизу вверх, слева, справа и слева от срединной линии тела. Кроме того, метод аускультации используется для определения нижней границы желудка. Для этого ставится фонендоскоп на 2 см ниже мечевидного отростка над областью желудка и проводятся поскребывающие движения от фонендоскопа к периферии. Там, где эти скребущие движения, шорохи исчезают, заканчивается желудок, то есть проходит его граница. Она обычно совпадает с границей желудка, определенной методом перкуссии и методом пальпации. Методика это называется, или метод, аускультаторной кривизна. Кроме того, что она определяется пальпаторно и методом аускультативной пальпации, ее еще можно определить методом перкуссии, проводя ее по левой окологрудинной линии снизу вверх. Но это очень недостоверный метод, так как сложно определить тимпанит желудка и тимпанит кишок, различить их вернее. Граница желудка нижняя находится в норме на 3-4 см выше